Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать великолепных драконов. Это моя новая раскраска из серии «Волшебные миры», издательство Бомбора и иллюстратор Мария Еляева. Вот. Буквально на днях эта раскраска у меня появилась. Ну и по традиции я не ставлю раскраски сразу на полку, а обязательно их начинаю. Ну, полистушка будет на моем канале, а может быть уже вышла, я не знаю, в какой последовательности я загружу видео. Вот. Но сегодня я буду именно что-то здесь раскрашивать. Скорее всего, также я начну вот с первой странички. Но для начала я хочу вам показать еще две раскраски, которые я приобрела на Лабиринте. Я увидела в Инстаграм дневник худеющий. Привет тебе. Вот. Ну и, короче, увидела я там две раскраски в покупочках. Там их было больше, но я, в общем, решила тоже приобрести две. Это супер раскраска. Здесь 60 чем-то иллюстраций. Во-первых, сказки. Вот такие. Здесь двусторонние иллюстрации. Там красная шапочка. Что еще у нас здесь? Машенька и медведь. Ну и в общем, что-то еще. Как я понимаю, Золушка, да. В общем, очень классные иллюстрации. Я вот когда увидела, просто сразу влюбилась в эти две раскраски. Они на Лабиринте были по 119 рублей по акции. Ну вот, и, конечно же, я с удовольствием их заказала. Хотя, в принципе, я уже рассказывала, что особо мне никакие там раскраски уже не хочется. Ну, не в смысле, что я перегорела к нашему с вами хобби, а просто потому, что уже всего достаточно, и пока я не видела ничего такого, чего бы мне захотелось. Но вот, например, на Бук24 мне уже довольно сложно что-либо выбрать, но вот я выбрала великолепные драконы и Кавайи из этой серии, но там еще суть в том, что дали бонусы, которые было бы обидно просто так, чтобы они сгорели, правильно? Вот. Ну а здесь как бы по полной цене, но то, что мне прям понравилось. И второе, тоже из серии супер раскраска, сказочные герои. Здесь иллюстрации немножко попроще, конечно. То есть вот если сравнивать между вот этими двумя, вот с желтой обложкой мне нравится гораздо больше. Но здесь тоже неплохие иллюстрации, и она у меня не будет просто так лежать. Я буду обязательно ее раскрашивать. Вообще просто супер иллюстрации, такие добрые, как вот, собственно, в детстве были раскраски. И мне кажется, даже прикольно будет раскрасить вот такие детские иллюстрации, уже будучи, в принципе, взрослым человеком, другими творческими материалами. Хотя у меня и раньше, мне родители всегда покупали только хорошее, но тогда это как-то все было неосознанно, а сейчас более осознанно. В принципе, можно, наверное, было бы взять какие-нибудь очень простые карандаши, которые, возможно, не яркие и так далее. И тоже ими раскрасить, например, попробовать. Возможно, я тоже такое как-нибудь сделаю. Хотя подозреваю, пока я соберусь, кто-нибудь меня опередит и скажет: вот возникла такая идея. Ну, посмотрим. Поржем тогда.
Я, кстати, придумала одну хохмочку. Посмотрим, кто попадется. Но я эту раскраску тоже по традиции буду начинать сразу, но не сегодня, а скорее всего в завтрашнем влоге. Ну и эту тоже, в общем. Чтоб один влог, одна раскраска, потому что есть еще другие основные планы. Пока я здесь не выбрала, какая будет иллюстрация. Здесь, в принципе, тоже надо полистать. Просто я их, понимаете, получила вчера, но у меня голова, в общем, болела, и не до того было. Но вот здесь, посмотрите, просто потрясающе. И обзор, конечно же, на канале будет. Обязательно. Так, ну что ж, давайте тогда уже приступим непосредственно к раскрашиванию. Если кавай я раскрашивала маркерами, здесь я думаю, что будет на фоне акварель. Кстати, у каваи вот здесь вот пустая страничка, а здесь, как видите, вот эта вся информация. Но это совершенно не важно. А дракона я пока не решила, чем я буду карандашами красить или тоже акварелью. Налила себе чашечку кофе. Знаете, этот кофе, он вообще безумно ароматный, потрясающий, насыщенный. А когда вот так даже денек на лечебном голодании посидишь, вот эти все вкусы, все ароматы, они прям еще больше. Кому интересно, ну, я думаю, многие знают, это черная карта. Тот вариант, который в зеленой пачке и продается в магазине Fix Price. Ну и не только Fix Price, но в Фиксе на него самая выгодная цена. Кофе замечательный, он прям, вот прям действительно качественный. Хотя, конечно, кто к чему привык, кто-то привык и к растворимому. Ну ладно, значит, раз здесь односторонние иллюстрации, то я, конечно же, буду использовать акварель в кюветках. Надо же ее где-нибудь использовать, раз двусторонние иллюстрации ее не выдерживают. Хотя, конечно, я понимаю, если воды много не лить, но мы знаем, что бывает иной раз такая бумага, которая просто все впитывает. Вот, между прочим, здесь, ну вот здесь-то еще вот одна бумага, а уже на всех остальных иллюстрациях совершенно другая бумага. Кстати, имейте в виду, потому что первая страничка, здесь листы белые и гладкие в основном. Как бы, слушайте, а вот это тоже гладкая. Вот это гладкая. Не поняла прикола. А вот дальше иллюстрации пошли немножко шероховатые. Да 100%. Представляете, разная бумага. О как. А интересно, а что тогда с этими? Ну вот здесь гладко, здесь тоже гладко. А здесь везде гладко. А здесь даже бумага немножко по цвету не столь белая. Вот на камеру вроде как незаметно, но она даже не идеально белая. Ну, вот как-то так. Кстати, они вот такие вот толстенькие. Ну, как там и говорилось, 60 с чем-то иллюстраций. Так, какие бы мне взять карандаши? Вот у меня есть такое желание, конечно. Нет, здесь я все-таки буду какими-нибудь нормальными. А вот в этих детских, может быть, я правда поиспользую какие-нибудь не самые удачные в моей коллекции карандаши. Ну, на самом деле, самые-самые по неудачности это вот с Алиэкспресс, которые я заказала. Так, это вот хорошие карандаши, это мне дарила Оксана, спасибо тебе огромное. А ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Вот. А вторые по неудачности это Faber-Castell замок. Это, конечно, редкостная гадость. Так, в общем, надо определиться,
Ну, дракошка у меня, наверное, будет какой-нибудь, знаете, зеленый с синим, может быть, немножко желтого. Я думаю, что вот здесь вот будет желтенькое на мордашке. Очень люблю драконов, они замечательные. Ну, в общем, наверное, поэтому у меня долгое время, практически с детства, жили тритоны, до 18 года включительно. Вот. Сейчас, конечно, я их уже не завожу, потому что, ну, я рассказывала, что как-то все так сложилось, как будто, знаете, было понятно, что, ну, наверное, не время было их заводить снова. Ну, и я решила, раз так, то да. Ну, это, наверное, связано просто еще с тем, что как бы я не готова, да, наверное, вот так вот заботиться. Как-то мне все это очень тяжело. Хотя они мне доставляли огромную радость. Нет, о них я заботилась, все было в порядке. Равно как, знаете, и с ушастиком. Естественно, я его люблю, о нем забочусь. Все дела, вкусняшки, прочее. Как без этого? Просто имеется в виду, что мне это как-то тяжеловато дается. Ну, наверное, это знак, что если мне это будет легко, то и тритошки ко мне придут. Но нет, нет. Я всех животных люблю. Ну, вот, например, бездомные животные. Ну, у меня, в принципе, всегда в сумке что-нибудь для них имеется. Если... Но я как бы их не вижу. У нас в Москве, видимо, я не знаю, что-то с этим делали, к сожалению. Ну, в общем, не знаю. Я редко, когда встречаю каких-то бездомных животных. Вот. А так у меня всегда имеется, чем их, в принципе, накормить. Вот. А так я предпочитаю иногда какую-то сумму по возможности переводить. Ну, небольшую, знаете, чисто символическую, но все-таки там где-то. Потому что у меня вот есть приложение Город Плюс, Город 1 Плюс. Вот там можно. Ну, там, кстати, за все за это еще и баллы дают, поощряют. Но я не из-за этого, потому что на баллы там особо ничего нужного нет, поэтому, ну, как бы начисляют и начисляют, в общем-то. Дело не в этом. Ну, просто удобно. Всегда можно перевести какую-то сумму куда-то. Ну, я зверюшек выбираю. Вот. Но так вот именно дома заводить нет. Больше нет. Хотя они, конечно, и дарят радость, но также еще и много забот. Хотя я думаю, что не было бы у меня ушастика, мне бы было, конечно, очень грустно. Не, ну, наверное, так всегда оно и есть, понимаете, это не только же зверюшки. В принципе, любой член семьи. А с одной стороны, где-то что-то хлопотно, а с другой, ну, как бы тебя ждут дома. Ну, не знаю, в общем. Ну, просто это как бы должно быть все. Человек должен быть готов к тем или иным питомцам и тому подобное. Чтоб никого не заставлять страдать, мучиться. Какой-то нестандартный у меня получается дракончик. Вот. Хорошо здесь карандаши ложатся, все в порядке. Ну вот, что до детских раскрасок, мне
Как-то, я не помню, по-моему, перед Новым годом, ну, за какое-то время, может быть, даже за месяц, где-то попадалась какая-то детская раскраска, я даже думала ее купить, потом она, ну, не знаю, то ли я ее в избранное не положила, еще что-то. Даже не помню, на каком конкретно сайте. Очень обидно, потому что была она хорошая. Ну, в этой серии там много разных, но я так посмотрела. Обидно, что на лабиринте не так много вот добавлено фоток, тому подобного. Вообще сейчас как-то с этим плохо. Причем мне непонятно почему. На том же самом Бук24 практически нету отзывов с фотографиями. Сами они снимают какие-то короткие видео, где листают раскраску не до конца. Мне вот это, честно говоря, непонятно. То ли они боятся, что с авторами будут проблемы, но дело в том, что а как человек еще купит эту раскраску? Или они до нас, до блогеров потом доберутся, но как бы сами себе, наверное, хуже сделают, потому что, ну а почему человек должен покупать то, что он не полистал, согласитесь? Тем более мы уже знаем на примере разных иллюстраторов, когда там часть классных, красивых иллюстраций, часть посредственных, а потом еще навтыкают кучу всего из разряда «дорисуй». Нет, кому-то это нравится, и так должно быть, но человек должен четко понимать, что он покупает. Вот меня, например, частенько останавливает от покупки той или иной раскраски именно отсутствие либо обзора, либо там каких-то добавленных фотографий. Потому что, вот, например, Бук24 очень часто, знаете, этим грешит, что добавляют первую страничку и последнюю страничку, ну, обложки я имею в виду. Вот мне и непонятно, и что я должна, как я должна судить по самой раскраске. Каким именно, да, образом я могу составить свое мнение. А иной раз, кстати, не всегда есть время лезть на YouTube, искать обзор. И, ну, как-то вот иногда хочется вот полистать, посмотреть. Могли бы хотя бы с водяным знаком поставить, чтобы... Так, ну что, теперь какие-то крылышки надо делать. Ну, крылья, наверное, тоже будут синие. Да. Сейчас я еще возьму вот этот вот, наверное, голубой. И сделаю следующим образом. Да. Просто у меня на фон есть некоторые планы уже. Я скорее вот стараюсь подстроить здесь все под эти планы. Ну вот это правда очень удачные раскраски. Вообще радует, что все-таки хоть как-то к нам прислушиваются и появляются все-таки раскраски с односторонними иллюстрациями, и что приятно, по вполне себе вменяемой сумме. Ну, потому что, в принципе, эта раскраска стоила 200 с чем-то рублей. Вот. Ну и если даже сравнивать журнальные раскраски, где бумага нормальная, но в целом двусторонние иллюстрации, они тоньше, да, а здесь вон сколько иллюстраций, и как бы односторонние. Вот вполне себе вменяемый ценник, даже без всяких скидок. На уж вот за 40 с чем-то или за 50 с чем-то, как мне обошлось, это вообще прекрасно. Вот. В общем, на полке она просто так не будет стоять. Ну, правда, скорее всего, что-то я из этих вот вновь появившихся раскрасок
буду ставить в планы, что-то буду вне плана раскрашивать, потому что всего много. И все хочется раскрасить. Так, я еще смотрю на время. Просто всегда такие странные настройки на телефоне. Я там, правда, выставила. У меня там получается 29 минут записывать. У меня память очень большая, и можно гораздо больше. Но я вроде все ограничения сняла, и телефон все равно пытается ограничить. Хотя мне несложно смонтировать, потому что, в принципе, телефон все это делает очень быстро, но идеально одним файлом снимать. В общем, такой зверь получается. Или как его там правильно, к чему его отнести? Существо. Как-то не очень ровно, видимо, надо будет пользоваться еще блендером. Но я сейчас это сделаю за кадром, потом покажу, как и что. Потому что так-то я издалека тянусь. Ну, в общем, мне очень нравится, очень раскрашивать здесь. Я взяла белый карандаш, он здесь, в принципе, неплохой. Ну, ситуация здесь стала получше, но я все же хочу воспользоваться, наверное, либо блендером, либо с блендером, чем-то таким. По итогу я прошлась вот этим, потому что косяки сгладил лучше всего Кохануровский блендер из набора вот это Magic. Потом, но перед этим я все-таки вот этим белым карандашом и поверх уже блендером от Карандаш. Потом я это все буду затирать до блеска. Сейчас я буду уже пользоваться акварелью. Вот. Достала еще акварель. Конечно же, совушку прекрасную. Ну и сейчас приступлю к раскрашиванию. Так, еще побрызгаю немножко, чтобы было легче. Начала уже раскрашивать небо. Вот здесь вот мне нравится то, что можно развлечься с моей любимой серой краской, или как она там называется сейчас, если я название. Vista Artista серая пейна, вот. Очень мне нравится. Она так растекается классно, ну и здесь, соответственно, можно побаловаться ей. А так я еще вот эти две серые, жемчужную, ну еще какую-то использую. Она, конечно, растекается потрясающе. Только я здесь воды все-таки переборщила на радостях. Так, моя совушка попачкалась. Вот, это прекрасно. Сейчас я здесь еще добавлю вот этот цвет, потому что многовато вышло. И в центре посветлее. Вот так. В общем, дело двигается как-то вот примерно так. Здесь у меня еще будет присутствовать серебро. Ну а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.